Мария закончила институт и получила распределение в сельскую школу. Признаться честно, она не расстраивалась, она уже давно хотела уехать куда-нибудь подальше, где можно чаще гулять на природе, читать любимые книги и заниматься рисованием. Мария выучилась на учительницу младших классов, которой мечтала стать с детства. Приехав в село, школу она нашла очень быстро. Искать ей не нужно было, она стояла на пригорке и была видна со всех сторон. Поговорив с директором и оформив все документы, Мария стала смотреть причитающуюся ей комнату. Жилье было, мягко говоря, в ужасном состоянии. Закопченная комната, посреди которой стояла печка, отваливающиеся обои и древняя кровать с сеткой вместо матраса. Вот и все богатство. Мария нисколько не расстраивалась, она и не планировала жить в комнате сельского общежития. Так, заскочила посмотреть из любопытства. Недалеко от села жила ее бабушка, почти в соседней деревне. Надо было только проехать немного на автобусе и пройти пешком 4 километра. Лесная прогулка после рабочего дня – это как раз то, о чем она мечтала. Свежий воздух поможет расслабиться, привести мысли в порядок. Бабушка давно уже умерла, но дом был крепким. Маша со своими родителями приезжала туда отдыхать как на дачу. Учебный год начался легко. Ребята в классе оказались смышленными, ей поручили 2 класс. С дисциплиной они были знакомы, читать и писать умели. Марии Петровне оставалось обучать их только школьной программе. Ребята ее любили, она всегда рассказывала им интересные истории, читала книги, оставалась с ними рисовать, когда было время до автобуса. Уходя с конечной остановки по лесной дорожке в сторону своей деревни, Мария Петровна всегда загадочно улыбалась. Ей было интересно, что же думают водители автобуса и кондуктор, когда такая молодая девушка каждый день уходит в день одна. Ей представлялось, что они считают ее ведьмой или дочкой Бабы-Яги. Занятая такими мыслями и созерцаниями природных красот, Маша не замечала, как приходила домой. Солнце во второй половине дня освещало макушки высоких сосен особым ярким, почти оранжевым светом. Маша всякий раз останавливалась и долго наблюдала, ей хотелось запомнить эту красоту, чтобы потом нарисовать. Одно было неудобство, магазина у них в деревне не было. Продукты Мария покупала в поселке, где работала. Так как приехала в деревню она осенью, то картошку и другие овощи она вырастить не успела. Иногда приходилось тащить тяжелые сумки все 4 километра. Вот, наступит зима, буду брать с собой санки. А снег в этом году выпал рано, в октябре, и таять не собирался. Ходить после работы стало еще лучше, все было белым-бело. Дорога по лесу прямая, снегом присыпана, далеко вперед видно, не то что летом. В очередной раз девушка шла по знакомой дороге, был уже ноябрь, надо было готовиться к новогоднему утреннику. Ее классу поручили сделать постановку спектакля, и она обдумывала, как распределить роли между ребятами. В сумке у Марии были продукты, хлеб, масло и целый батон вареной колбасы, которая так вкусно пахла, что пассажиры в автобусе оглядывались на нее. Она сама была не против сесть на пенек и откусить кусочек колбасы. Но лучше все-таки добраться побыстрее до дома, затопить печку и поужинать. Мария Петровна ускорила шаг, посмотрела вперед и заметила, что из кустов впереди кто-то вышел на дорогу. Она остановилась и начала всматриваться вдаль. «Волк, это точно он», – подумала учительница. Животное стояло на дороге и смотрело на нее. Маша тоже стояла и смотрела, бежать было некуда. От остановки она ушла далеко, и автобус давно уехал. Вокруг были огромные сосны, лезть на которые она бы не стала, если бы была даже мастером спорта. Волк продолжал смотреть в ее сторону, он заметил предчувствие человека. Понюхав воздух, он сделал шаг в сторону учительницы. Потом он передумал и ушел в лес. Только сейчас она поняла, что даже не дышала в то время, как смотрела на волка. «Может, собака бездомная?» – мелькнула мысль. Но она хорошо знала деревенских собак, и ни у кого не было такой большой собаки.
Мария Петровна постояла какое-то время, но домой надо было идти в любом случае, не ночевать же среди дороги. Она знала, что осенью волк должен быть сыт и вряд ли нападет на нее. Наверное, он уже далеко убежал, пока она тут стоит. Девушка пошла вперед все быстрее и быстрее, почти уже бежала. Подойдя к тому месту, где на дорогу выходил зверь, она увидела следы на снегу. На уроках с учениками они проходили следы разных животных. Мария Петровна знала, как выглядят следы волка, это был он. Оглядываясь по сторонам, ей казалось, что кто-то смотрит на нее из кустов. Как выяснилось, не показалось. Она встретилась с ним взглядом. Волк стоял в кустах и поджидал ее. Удивительнее всего было то, что она не чувствовала страха, она верила в то, что волки редко нападают на людей. Зверь жадно понюхал воздух и вышел на дорогу. Теперь Маша могла его хорошо рассмотреть. Серая морда была в шрамах, облезлая шерсть, даже видно было ребра. Волк был стар, уже даже очень стар. Животное жадно принюхивалось, и Маша поняла, что дело в колбасе. Она открыла сумку и достала палку. Отломав большой кусок, девушка бросила колбасу волку. Не сводя глаз с учительницы, волк понюхал кусок, облизнулся и съел. Тут же перевел глаз с девушки и сделал небольшой шаг вперед. Она снова отломила кусок колбасы волку и старалась идти в сторону деревни. Волк двинулся за ней. Когда она оглянулась, то он ускорил шаг, но держался на расстоянии. Маша бросила на дорогу новый кусок, так они и шли. Девушка бросала колбасу, волк ел и догонял ее, не упуская из виду. Вскоре показались первые дома. Маша сунула руку в мешок, а колбаса кончилась. Вдалеке залаяли собаки, громко и неистово, почувствовав зверя. Волк облизнулся и повернул в лес. Расписание автобусов было составлено нелепым образом. Утром он приезжал в деревню, где жила Мария Петровна, но вечером ей приходилось ходить пешком. После ужина Мария погрузилась в чтение и не думала о происшествии. Только после уроков она подумала о волке и не знала, как пойдет домой. Она зашла в магазин и купила колбасы, но волка не было. Не было его и на следующий день, и всю зиму. Маша уже не думала о встрече с волком и ходила, не оглядываясь. «Наверное, убежал куда-то далеко», — думала она. В тот день, получив зарплату, женщина пошла в магазин купить продуктов. За ней в очереди стоял мужчина, грязный и неопрятный. Увидев его, она вспомнила о волке, с которым повстречалась осенью. Мужчина стоял так близко, и ей казалось, что она чувствует его запах. После магазина он увязался за ней. Когда он сел в ее же автобус, она заволновалась. Мужчина доехал с учительницей, вышел на последней остановке и пошел за Машей. Маша пошла привычной дорогой и отгоняла от себя дурные мысли. Когда она обернулась, то она увидела, что он идет за ней. Таких мужчин в деревне не было, она знала всех в своей деревушке, поэтому была уверена, что он ни к кому не мог ехать. Ей стало неприятно на душе. Всякие мысли крутились в голове у женщины, и она прибавила шагу. Мужчина тоже поторопился, он не обгонял ее, просто шел быстро. Вдруг прямо из кустов с бешеным рыком выскочил огромный зверь. Маша не сразу поняла, кто это был. Она отшатнулась, зверь проскочил мимо нее и напал на мужчину. Все произошло так быстро, почти молниеносно. Волк повалил человека на землю, прижал лапами и, грозно рыча, приблизил морду к мужчине. «Убери свою шавку!» — кричал мужчина. Волк рычал сильнее и придавливал мужчину к земле. «Это не шавка, это волк, он дикий», — сказала Мария. Она повернулась и побежала домой, мысленно благодаря серого спасителя. Видимо, не зря она скормила ему колбасу. Куда делся тот мужчина, и был ли он негодяем, Маша не знала. Больше всего ей было интересно, где же волк. Несколько раз она приходила на место их встречи и на место своего спасения, долго сидела, не шевелясь. Но волк больше не появился. Но уже летом женщина сделала ремонт в комнате общежития и переехала. Дорогие друзья,
Если вам понравилась история, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.